Привет! После наушников KZE10, у которых было аж по 5 драйверов, количество этих драйверов в наушниках для меня уже не является приоритетом. И тут появляется компания Mifo, у которой уже есть достаточно популярные арматурные наушники Mifo 5 Pro, а теперь она выкатила на рынок тоже арматурные, уже двухдрайверные наушники Mifo O7. И они оказались хороши, но не без минусов. Присаживайтесь поудобнее, сейчас расскажу. Сразу однозначный респект за кейс. Он сделан из металла, и по сравнению с Mifo 5 он уменьшился так раза в 1,5, что лично мне очень по душе. Компактность — это хорошо. Теперь он по размеру сравним с кейсом от AirPods, ну или Galaxy Buds, и выглядит очень круто. Но не по весу. Этот маленький металлический брусок весит аж 93 грамма. Забыли про упаковку. Она в стиле Mifo и, конечно, веет премиум. Открывается как сундук с сокровищами. Внутри все как обычно аккуратно разложено. Ну еще бы, за столько-то денег. Комплектация стандартная: ярко-салатовый провод для зарядки Type-C, всякие буклеты и пакетик со сменными амбушюрами. К ним у меня претензий нет. Материал приятный и в ушах держится хорошо. А еще продавец в подарок положил футляр для переноски кейса. Он, конечно, великоват, и я вообще особо такими вещами не пользуюсь, но может кому-то пригодится. Как мне раньше не очень нравилась конструкция крышки в Mifo 5, так не нравится и сейчас. Ее удерживает необычная петля, которая люфтит и в закрытом, и в открытом виде. И все это вместе смотрится довольно сопливо и ненадежно. Но только смотрится. По факту я не слышал, что с ними есть какие-то проблемы, но в любом случае знать про этот люфт нужно. Крышка в этом поколении поумнела, и теперь при ее открытии наушники сразу коннектятся к телефону. Открываешь крышку, загораются индикаторы на наушниках, до тебя доносится приветствие английской женщины Hi Mifo, и все, можно раствориться в музыкальном вихре эмоций. Внутри кейса между наушниками скрывается трехсекционный индикатор заряда кейса, что не очень информативно, но хотя бы есть. Переходим к наушникам. Они уже сделаны из матового пластика с металлическим отливом на внешней части и черным пластиком на внутренней части. Oh my. Они очень компактные, легкие, вообще не выпирают, не выпадают, сидят в ушах офигенно. Анатомию продумали отлично. И да, в них в шапке можно ходить тоже вообще без проблем. Сам звуковод искривлен по анатомии тела, и его прикрывает непривычного красного цвета сеточка. Отдельно стоит упомянуть, что в Mifo 7 сразу два наушника могут быть мастер-устройством, ну или главным наушником. Соответственно, они спокойно работают по отдельности, и дополнительных манипуляций для этого никаких делать не надо. На внешней части каждого наушника скрывается сенсорная панель управления, но функционал тут скудненький. Что если я скажу, что поставить музыку на паузу тут нельзя? А еще, что левый наушник вообще не функционален. Ну, про управление громкостью я и говорить не буду, ее, конечно же, тоже нет. А что же тут есть? Если музыка стоит на паузе, то двойным касанием по правому наушнику можно воспроизведение включить. Во время проигрывания двойное касание уже переключит на следующий трек, а тройное вызывает голосовой помощник. Ну вот и все. Грустновато. Наверное, это одни из самых бедных по функционалу в плане управления ушей. Но нас хотя бы порадовали влагозащита IPX7, что на бумаге звучит как защита от временного погружения в воду, а по факту говорит о том, что бегать под дождем и даже возможно использовать в душе их можно. Но насчет душа я бы все же не рисковал. И вообще, это кому-то актуально использовать наушники в душе? Напишите в комментариях, сам никогда так не использовал, но интересно будет почитать ваши версии. Автономность у Mifo 7, ну скажем, выше среднего, 4 часа 31 минута на максимальной громкости. Причем, так как тут два наушника главных, когда первый садится, воспроизведение просто продолжается в другом. Я не нашел инфы, какой стоит аккумулятор в кейсе, но по ощущениям раза на 3-4 подзарядки наушников его должно хватить. Ну что ж, микрофоны в Mifo 7 разместили на ушке, так что давайте проверять их на деле. Проверяем работу микрофонов Mifo 7. В тихом пространстве незаведенная машина. В принципе, здесь особо придраться ни к чему не могу. Слышно более-менее нормально, почти не приглушенно, в общем, хорошо. Проверяем работу микрофонов Mifo 7 в машине. Кондиционер включен на 3 деления 4, музыка на фоне на 9. Становится слышно очень хорошо музыку, причем она никак не приглушается. То есть шумодава, ну его здесь, наверное, и нет, ну или он не работает, по крайней мере. Ну, в общем, средне. Проверяем работу микрофонов Mifo 7 на улице. Ветра нет, мимо едут машины. В общем, на улице мне уже не очень нравится, очень хорошо слышно окружающее и разговаривать не очень комфортно.
На рекламных картинках нам обещали какое-то двойное шумоподавление во время разговора, но что-то я ничего такого не услышал. Окружающее никак не приглушается, а скорее наоборот, все отлично слышно. Так что такие средние микрофоны. Но вот что касается прерываний, их у меня не было. В метро я не ездил в этот период, но в машине и на улице отвалов не было. Дома дальность сигнала средняя. В трехкомнатной квартире пробивает через 2 стены и дальше уже начинает сбоить. Тест на задержку звука. В ютубе по ощущениям она не ощущается. А в играх как обычно есть. Цифры можете посмотреть внизу кадра. MIFO 7 представлен в 2 вариантах, с 1 и 2 драйверами. У меня максимальная версия с 2 драйверами. И там стоит Qualcomm-ский чип с поддержкой кодека aptX. Первое, что нужно знать, характер звучания, сам стиль, сама манера очень похожи на звучание MIFO 5 Pro. O7 звучат очень правильно, в хорошем смысле этого слова. Низкие частоты текстурные, объемные, есть неплохой глубокий бас. Крутая середина, детализирована, яркая, хорошие верха, и MIFO 7 по звучанию мне понравились. Но баса немного. Он тут есть, и он тут правильный, он ощущается. И тут уже выходит на первый план личные предпочтения. Как и MIFO 5 Pro, MIFO 7 мне понравились по звуку, и O7 даже приятнее O5 Pro по своей динамике. Но мне лично по душе более драйвовое звучание, пусть даже менее правильное. Если выражать свои мысли в цифровом эквиваленте, то драйва на низких частотах у MIFO 7 ровно на 80%. То есть еще процентов 20 не хватает вот прям до идеала. Кстати, на канале сейчас каждые 2 недели проводим розыгрыш фитнес-браслета Mi Band 4. Условия, как всегда, простые. Лайк, подписка и комментарий по теме видео. 15 и 30 числа каждого месяца в прямом эфире определяем победителя. А еще разыгрываем 2 пары наушников, все условия в описании. Ну а мы продолжаем. Ради интереса дал послушать другу эти наушники, а он в принципе далек от музыки. Он послушал и говорит: ну да, круто, а чё так баса мало? Эта история наглядно показывает впечатление простого человека от ушей. Но опять, баса немало, просто он правильный и не всем такое звучание близко. Если вам нравится MIFO 5 Pro, то MIFO 7 зайдут еще больше. А если вам нравится Sabbath E12 Ultra, то вероятность того, что MIFO 7 придется вам по душе, уже ниже. Описывать впечатление о звуке — это вообще самое неблагодарное занятие, но, надеюсь, получилось доступно. И да, по звуку MIFO 7 залетает на 4-е место в нашем хит-параде наушников. Ссылка на таблицу, как всегда, в описании. А цена у MIFO 7 кусается. В максимальной версии с 2 драйверами они стоят $169. Да, это жестко. Я на всякий случай у своего продавца выторговал скидку для подписчиков канала на $20. Если нужно, оставлю ее в описании. И еще на $8 автоматически проставляется скидка магазина. Но это, конечно, особо погоды не делает и все равно дорого. В общем, как и всегда, MIFO 7 это компромисс. С одной стороны, крутой правильный звук, в этом они хороши. Ну и дизайн, как по мне, он крутой. С другой, никакущее управление, ну и цена. С учетом скидки продавца, там в сумме $28 получается, конечно, становится приятнее, но не сильно. В общем, ладно, пишите в комментарии, что вы думаете про MIFO 7. Если видео было полезным, поставь лайк и подпишись на канал. Ну и, конечно, участвуйте в розыгрыше. А на сегодня все. До встречи в следующих видео. Пока!